Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами, как можно быстро, дешево и надежно изготовить отличный розжиг для костра и печей. Для изготовления розжига нам понадобятся вот такие ватные диски. Женщины ими смывают косметику с лица. Продается в любой пятерочке, себестоимость этой упаковки 65 рублей. В этой упаковке находится 120 ватных дисков, и что самое главное и самое необходимое, изготовлены они из чистого хлопка. Также нам понадобятся обыкновенные парафиновые свечи, самые что ни на есть обыкновенные. Себестоимость каждой свечки 45 рублей. Для чистоты эксперимента я хочу расплавить одну свечку, всего лишь одну, и посмотреть, сколько ватных дисков я смогу пропитать на одной свече. Для плавки парафина я буду использовать портативную газовую горелку. А в качестве емкости для плавки я использую обычную жестяную банку. Ломаю свечку на несколько более мелких кусков и загружаю их в банку. Также мне понадобится небольшой кусок стекла для укладки на него пропитанных дисков. Со стекла диски хорошо соскребаются и быстро охлаждается сам парафин, что позволяет не тратить много времени на изготовление розжига. На данный кусок стекла у меня помещается 12 ватных дисков. Когда парафин полностью расплавился, я выключаю газ и снимаю банку при помощи пассатижей. Далее я зажимаю диск в пинцет и опускаю его в горячий парафин. После полной пропитки я даю стечь лишнему парафину и диск укладываю на холодное стекло. Пинцетом я ровно разглаживаю диск и выдавливаю все воздушные пузыри. Когда пропитанные парафином диски становятся чуть теплыми, я при помощи ножа соскабливаю их со стекла. Не давайте дискам полностью остыть, когда они находятся еще на стекле, потому что соскоблить остывшие диски будет довольно проблематично. В итоге из одной свечи мне удалось изготовить 15 парафиновых дисков. Удобная форма, можно хранить как в кармане, так и в круглой баночке, в рюкзаке. Исходя из того, что половины этого диска более чем хватает для растопки костра, даже в дождливую погоду, получается здесь, вот в этой упаковке, 30 растопок. Себестоимость конкретно вот этой пачки 53 рубля. Дешево и сердито. Итак, как я уже и говорил, этого диска нам хватит на 2 растопки. Для этого его нужно разделить на 2 части. Но не просто тупо разорвать, а сделать следующее. Мы надламываем диск несколько раз вот так вот и растягиваем его в противоположные стороны. Это необходимо для того, чтобы получить вот такие вот тонкие ворсинки, которые при помощи обыкновенного огнима зажигаются практически с первого раза. Огниво самое обыкновенное, самое дешевое. Разжигаем по всей длине. И мы имеем довольно-таки широкое пламя, которое довольно стойко горит и с довольно высокой температурой. Проведем тест на длительность горения. Зацеплю в пинцет и поставлю вертикально. Почти 2,5 минуты. Отличный результат. Самым важным условием является то, чтобы этот розжиг не промокал в воде. Но так как он полностью парафиновый, ему абсолютно по барабану, в воде он или нет. И из-за того, что плотность парафина меньше, чем плотность воды, даже вы если случайно на водоеме потеряли этот розжиг, он все равно будет плавать на поверхности воды. Данный диск вот сейчас плавает в воде. Если нам необходимо им воспользоваться, мы просто его немножечко вот так вот об одежду высушиваем. Просушили немножечко. Ну и проводим ту же самую манипуляцию. Разрываем на 2 части и проверим, загорится он сейчас или нет. Вот так.
а ему по барабану. Потому что это парафин, и он полностью пропитал хлопчатобумажный диск. Абсолютно ему все равно. Даже если мы сейчас его затушим в воде, вот мы сейчас эту половинку полностью в воде затушили, мы все равно сможем ее зажечь. Без каких-либо проблем. Опять вытираем насухо. И теперь можно разорвать его вот так. Вот так. Вот так. Попробуем. Зажгем теперь. Как мы можем видеть, без проблем. Разгорается и вода немножко трещит. Но он сейчас просохнет быстренько и займется. Так что вещь реально может спасти в самых неблагоприятных лесных, к примеру, условиях. Для хранения можно использовать все, что угодно. В моем случае это коробочка из-под крема для рук. Можно ее укомплектовать небольшой кучкой парафиновых дисков, положить маленькое огниво, ну и на всякий случай для верности положить сюда зажигалку. Этот комплект можно спокойненько закинуть в туристический рюкзак и больше не заморачиваться поиском сухого трута в дождливом лесу. Пользуйтесь на здоровье.